Канал Валерия Табакова представляет дискуссии по вопросу алиби Зинченко. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Друзья, последнее мое видео под названием «Алиби Вячеслава Зинченко» у моей аудитории вызвало огромный интерес. Комментарии, просмотры. Чувствуется, что в Украине не ослабевает интерес к праву и законности. Нужно сказать, что в ответ на это мое видео также прозвучали различные оценки моих оппонентов. Куда же без них. Любая хорошая работа требует защиты. Защита, например, требуется для дипломной работы, для диссертации. Так и здесь примерно то же самое. Требуется защита результатов. И сейчас я подискутирую со своими оппонентами. А пока, друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк и по возможности поддержите канал донатом на карту Приватбанка, номер которой вы сможете найти в первом закрепленном под этим видео комментарии. Итак, вперед. Первый мой оппонент, хотя по уровню своей квалификации его следовало бы считать вторым, это Игорь Швец под псевдонимом Егор Кравцов. Этот Игорь Швец так разволновался, что в ответ на одно мое видео выпустил целых 4 своих стрима, в которых пытался что-то объяснить своей аудитории. Это что-то по замыслу Швеца должно было опровергнуть основной мой тезис о алиби Вячеслава Зинченко. И в этой связи роль Швеца больше соответствовала роли черного оппонента. Однако, несмотря на все его старания, все его 4 стрима рецензии на мое видео оказались холостыми выстрелами. Ни в одной из 4 своих видеорецензий Игорю Швецу так и не удалось коснуться сути того, о чем я говорил в видео про алиби Вячеслава Зинченко. Суть того, о чем я говорил, осталась как бы за кадром у Егора Кравцова. Но, наверное, в этом и состояла цель Игоря Швеца, как моего оппонента. Цель в том, чтобы суть тезиса, который я озвучил в своем видео про алиби Зинченко, не попала в фокус внимания аудитории. Первое видео Швеца называется «У Зинченко нет алиби». Второе «Единственный шанс Зинченко». И еще одно «Они порвут Зинченко». И все в таком же духе. О чем говорил Игорь Швец? Игорь Швец говорил, что у Зинченко нет алиби. И в подтверждении, так сказать, своего антитезиса он сообщил, что алиби – это якобы показания свидетелей, которые должны прийти в суд и сказать, что вот в момент убийства Вячеслава Зинченко на месте преступления не было, и что Зинченко в момент убийства Фарион был не во дворе на Масарика-3, а совершенно в другом месте. То ли на балконе своего дома, то ли в продуктовом магазине. Такое толкование Швецом понятия алиби не соответствует смыслу этого понятия. Того, что имеется в виду под словом алиби. Алиби, друзья, это не показания свидетелей, как в этом пытается вас убедить Швец. Вернее, показания свидетелей могут быть приняты как доказательство алиби, но само алиби – это не показания свидетелей, а установленный факт отсутствия обвиняемого на месте преступления в момент его совершения как доказательство невиновности. Поэтому алиби, друзья, это любые данные, которые свидетельствуют о том, что обвиняемый в момент совершения преступления не находился на месте преступления. И, следовательно, не совершал его и не мог его совершить. Это грубо. Само слово алиби дословно переводится как «находиться вне», то есть факт пространственного нахождения обвиняемого, который
однозначно будет доказательством того, что он не мог совершить вменяемое ему преступление. Вот что такое алиби, а не та дилетантская интерпретация, которую за алиби пытается выдать швец. О чем же я говорил в своем видео и о чем умолчал Игорь Швец, пытаясь отвлечь внимание своей аудитории от смысла того, о чем я говорил. Я говорил о трекинге. Под этим понятием трекинг я имел в виду историю геолокации или GPS-трекинг. Это данные, которые показывают, как владелец телефона, имеется в виду телефона Зинченко, перемещался по территории Львова, например, в день убийства. Эти данные хранятся в частности у оператора мобильной связи, а также в других местах. Так называемая GPS-локация может быть снята с помощью телефона, сим-карты или интернет. Так вот, GPS-трекинга Вячеслава Зинченко в материалах дела нет. Все зафиксированные перемещения Зинченко, на которые ссылается обвинение, это записи камер видеонаблюдения. Всего в материалах дела 20 видеофрагментов. На одних из них видно, что это Зинченко, на других это человек в панамке и очках. Все попытки идентификации Зинченко как человека в панамке и очках сомнительны. Утверждать, что человек в панамке и очках это Зинченко на основании записей видеокамер однозначно нельзя. Кроме этого, все записи камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что записи, на которых четко видно, что это Зинченко, показывают, что ближайшая точка нахождения Зинченко к дому на Масарика 3 находится на расстоянии 3 километров от этого дома. Что помешало следствию и обвинению истребовать данные о GPS-трекинге телефона Зинченко? Скажем, за последние 2 недели, в том числе в день убийства, истребовать, оценить и присоединить к материалам дела. Сделали это следователи или нет? И почему? Это уже вопрос. Во всяком случае, фактаж дела таков, что в материалах дела данных GPS-трекинга телефона Зинченко нет. Почему? Неужели следователи настолько непрофессиональны, что даже GPS-трекинг телефона Зинченко не смогли истребовать и присоединить к материалам дела? Скорее всего, следаки это сделали, то есть получили GPS-трекинг, но сделав, увидели, что этот трекинг показывает, что Зинченко никогда не находился во дворе дома по адресу Масарика 3 в городе Львов. А что это значит? Это значит, что данные GPS-трекинга свидетельствуют о том, что Зинченко не мог произвести выстрел из пистолета во дворе дома на Масарика 3, потому что он никогда по адресу Масарика 3 не находился. И это показывает трекинг. Так вот, следователи, запросив этот трекинг, истребовав его, увидели, что этот трекинг не подтверждает их официальную версию, за которую они уже получили и награды, и премии, и так далее. И поэтому они решили этот трекинг к материалам дела не присоединять. А именно этот трекинг свидетельствует о том, что у Зинченко алиби. Мы, друзья, видим, что Зинченко всегда перемещался по Львову со своим телефоном. На видео он постоянно идет, уткнувшись в свой телефон, и что-то там в этом телефоне смотрит. Неважно что, но что-то. Поэтому именно этот GPS-трекинг и является доказательством алиби Зинченко. Поэтому вот те слова Игоря Швеца о том, что у Зинченко нет алиби, потому что нет свидетелей, которые видели его в момент убийства на балконе съемной квартиры или в магазине, это ложь. Это
неправда. Алиби Зинченко может быть доказано с помощью GPS-трекинга. Запросить этот GPS-трекинг может не только сторона обвинения, но также и адвокаты Зинченко и даже сам обвиняемый. Когда операторы мобильной связи передадут адвокатам данные GPS-трекинга, они смогут их оценить и, если сочтут нужным, присоединить их к материалам дела. Вот это и будет алиби Зинченко. И именно об этом я говорил в своем видео. Ну а Игорь Швец пытается опровергнуть мои утверждения, используя не логику, а эмоциональные тирады. С клеветой в мой адрес, в адрес Татьяны Мусихиной и в адрес адвокатов. Это первое, о чем я, друзья, сегодня хотел вам сказать. Второе, и что мне понравилось, это уже комментарий не такого дилетанта в области права, как Игорь Швец, а комментарий профессионала. Это юрист или, может быть, прокурор, но видно, что этот человек профессионал. Что он спрашивает? В его комментарии 6 вопросов, 6 замечаний. Первый вопрос. Видеокамеры не проходят поверку, а сертификаты о соответствии программного обеспечения стандартам являются исключительно добровольными. Я говорил, что для того, чтобы однозначно утверждать, что идентификация человека в панамке и очках, как Вячеслава Зинченко, проведена с помощью видеокамер, которые, возможно, не имеют сертификатов, то есть не соответствуют требованиям, установленным для систем видеонаблюдения и систем распознавания лиц. И второй мой оппонент говорит, что камерам не требуется проходить поверку, и сертификаты им тоже не нужны. Друзья, это совершенно не так. Мой ответ на это замечание такой. Что касается камер видеонаблюдения и программного обеспечения системы распознавания лиц, сертификация этого оборудования производится в соответствии с международным стандартом BS 7799-2005. Это британский стандарт под названием «Спецификация системы управления информационной безопасностью». Вторая часть этого стандарта используется в качестве критериев при проведении официальной процедуры сертификации системы управления информационной безопасностью организации. Если процедура сертификации не проведена, то в соответствии с требованием стандарта оборудование и программное обеспечение не могут считаться такими, что отвечают стандарту и поэтому не могут быть приняты в эксплуатацию. Если система все же принята в эксплуатацию без процедуры сертификации, то руководитель организации, принявший такую систему, в данном случае это министр внутренних дел Украины, подлежит ответственности, а система не может быть использована. Нарушение и несоблюдение стандартов в Украине преследуется по закону. Это первое. Второе. Вопрос, как я могу подтвердить факт, что адерологическая экспертиза проводилась через 10 дней и без понятых? Мой ответ. Как подтвердить это? Подтвердить можно, ознакомившись с материалами дела и, в частности, с протоколом следственного действия «Забор материала для адерологической экспертизы». Там должны быть подписи понятых. Этих подписей в протоколе этого следственного действия нет. И вот так можно в этом убедиться. Подписи понятых отсутствуют. Ну и дату на этом документе тоже можно увидеть и узнать, через сколько дней после совершения преступления, в частности, через 10 это следственное действие было проведено. Третье. Какие эксперты утверждают невозможность проведения портретной экспертизы по 65% совпадении лица? Ну, во-первых, я говорил не о 65% совпадения лица, а о том, что 65% лица закрыто. То есть открытой остаются
35%. И по этим 35% действительно невозможно установить идентичность человека в панамке и очках и Зинченко. Поэтому я ответил, что есть документ, который составлен экспертами, который утверждает, что портретоведческая экспертиза в данном случае, то есть когда 65% лица закрыто, не может дать достоверного результата, требуемого при ее проведении. С этим документом можно ознакомиться, если тот, кто мне задает вопрос, имеет на это право. Эти эксперты имеют гослицензии. Четвертое. Какие доказательства того, что сторона обвинения не получала трекинг перемещения личного телефона Зинченко? Или это догадки? Я уже ответил на этот вопрос, но просто повторю, что я считаю, что следствие действительно получило этот трекинг, но поскольку он противоречит версии обвинения, то этот трекинг, не был включен в материалы дела. Вот такой вот ответ на это замечание. Пятое. Отсутствие или мясистость мочки уха не подкреплено выводом эксперта. Да, действительно, я отвечаю на это, что мочка уха при проведении портретоведческой экспертизы не являлась предметом исследования эксперта. Поэтому эксперт и не сделал никакого вывода по мочке уха. Вот этот объект, то есть мочка уха, ее следует включить в перечень объектов портретоведческой экспертизы и сравнить мочку уха человека в панамке и очках и мочку уха Зинченко. То есть для этого требуется проведение дополнительной экспертизы. Она может быть проведена по ходатайству адвоката или самого Зинченко в суде. Шестое. Вот здесь уже интересно. Я говорил о том, что мать Зинченко, отец Зинченко и даже сам Зинченко могут выступить свидетелями в суде. Так вот, человек заявляет, что да, действительно, мать и отец могут выступить свидетелями. Но сам Зинченко, как человек пишет в соответствии с частью 3 статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины, не имеет права быть свидетелем. То есть, эта часть не предоставляет права подозреваемому или обвиняемому быть свидетелем. И это уже интересно. Может или не может сам Зинченко быть допрошен в суде в качестве свидетеля, согласно Уголовному процессуальному кодексу. Сообщить соответствующую информацию, быть приведенным к присяге и таким образом свои свидетельские показания использовать в качестве доказательства. Ответ мой такой. Часть 3 статьи 42 Уголовного процессуального кодекса Украины дает право обвиняемому собирать и подавать доказательства в суде. Статья 65 Уголовного процессуального кодекса Украины содержит исчерпывающий перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей. Обвиняемый в этот перечень лиц, которые не могут быть допрошены как свидетели, не входит. Показания свидетеля же – это одна из форм доказательства. Поэтому по этой логике на этом основании обвиняемый может быть допрошен в суде, потому что он не входит в перечень лиц, которые не могут быть свидетелями. И еще там был вопрос по майке с надписью «Мой герой Степан Бандера». Мой оппонент считает, что присоединение такой майки в качестве вещественного доказательства – нонсенс. Тут у нас возник спор о квалификации. Моей квалификации и квалификации моего оппонента. Я считаю, что насчет майки с надписью и присоединение ее в качестве вещественного доказательства целесообразно, поскольку майка будет являться доказательством отсутствия вменяемого обвиняемому мотива. А то, что мой оппонент считает такое присоединение нонсенсом, говорит о том, что он фактически игнорирует субъективную сторону преступления. И поэтому исключает эту субъективную сторону преступления из состава преступления, что является показателем предвзятости моего оппонента в вопросе правосудия и законности. Поэтому я ему посоветовал повышать свой профессиональный уровень. И заодно поинтересовался, какой у него класс и профессиональный уровень.
Если это не секрет, то, надеюсь, он мне это сообщит, если захочет. Вот такие, друзья, дискуссии происходили у меня с моими оппонентами по поводу моего последнего видео, которое действительно вызвало огромный интерес у моей аудитории. Уже 13 февраля будет заседание по делу. Будем внимательно следить за процессом и давать соответствующую оценку происходящему. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте, распространяйте это видео, поддерживайте канал донатами на карту Приватбанка, номер которой вы сможете увидеть в первом закрепленном под этим видео комментарии. До новых встреч!